Всем привет, дорогие друзья, Джон Гудвин меня зовут, и казалось бы, наступило время познакомить моего зрителя с очередным маньячным топом, но нет, сегодня я приготовил для вас кое-что поинтересней. Феномен называется Coffin Dance, или, как говорят в простонародье, танец гроба. И я вас уверяю, после просмотра данного ролика вы еще долго будете напевать себе под нос этот чудный трек, пританцовывая прям как в этом видео. А теперь о том, как и откуда все началось. Давным-давно, во времена средневековья, чернокожий шут по имени Челингала чем-то насолил королю, и тот велел его заковать в гроб и отнести к реке. Пока придворные тащили гроб, шут пел и веселился, из-за чего слуги короля не выдержали и стали пританцовывать. А пока вы слушали обманочку про Челингала, я нарыл для вас достоверную информацию о тех самых танцующих с ящиками парнях, родом из республики Ганна, той самой, что находится в Западной Африке. Помимо максимально странных танцев и проводов покойного, у жителей открыт целый спрос на производство и продажу гробов любых габаритов и формы. Как давно такое движение вошло в моду и почему оно остается в тренде, жители затрудняются ответить. Ясно одно: все это делается для того, чтобы весело и без слезинки отправить усопших на тот свет. С 2015 года в Ютубе появились первые видео с чернокожими мужчинами, умело и задорно танцующими, а также крепко держащими гробы на плечах. Но пока еще не под ту музыку, которую вы могли слышать в мемах, а под обыкновенные классические духовые и ударные музыкальные инструменты. Через 2 года традицией заинтересовался канал BBC. Именно он и стал отправной точкой для мемасика, который зародился в конце февраля уже этого года. Собственно говоря, самый первый видеомем был обнаружен именно в ТикТоке. На видео заснят лыжник, выполняющий сальто. Его неудачный трюк на трамплине резко прерывается роликом с африканцами, танцующими с гробом под клубный трек. В ТикТоке видео набрало более 500 тысяч лайков. Теперь этот мемасик используется для обозначения каких-либо нелепых смертей или неудачных трюков. Музыка под танцы была подобрана идеально. Ведь это старый добрый трек российского музыканта Тони Иги «Астрономия», который был записан порядка 10 лет назад. И сейчас этот крутой трек совместно с видеомемами просто заполонил интернет-просторы. Пользователи сошли с ума и стали заливать пачками трагикомичные видео, подставляя везде задорных чернокожих танцоров. Но людям скучно живется на пандемии, и помимо ржачных видео в ход пошла коммерция. Мемы обрели свой товарный вид и прекрасно стали продаваться на пике популярности роликов. Открыточки и машинки в виде гроба стали очередным трендом и нашли своих покупателей. Итак, как вы думаете, почему же у этих парней так четко и отлаженно все получается, что хочется их смотреть снова и снова? Ответ весьма прост, сейчас все узнаете сами. Почему вы стали такими популярными? Потому что мы работаем быстро, качественно и на опережение. К примеру, чувак, который крутил сальто на качелях, даже не успевает долететь до земли. И когда тип листает фото телочек, пока спит его жена, мы уже стоим в комнате. Мы упаковываем ребят еще до того, как они собой учудят какую-то фигню. Вы танцуете в стиле хип-хоп? Нет, хип-хопом особо не заработать денег. Мы работаем в стиле гроб-хоп. Что за дичь такая? Вы серьезно? Это, конечно, все весело, но ты назвал то, чем мы занимаемся, дичью. Ты же понимаешь, что даже несмотря на то, что ты ведущий, за метлой все равно нужно следить. Погнали, ребята. А сейчас настало время представить вам горячую 8 косплеев на Coffin Dance. Давай, гробовщик, заводи шарманку, погнали. 8 место. Майнкрафт и Roblox. Место номер 7. Fortnite и Apex.
Шестое место. GTA 5 и CSGO. Место номер 5. Обычный день из жизни Лего. Четвертое место. Астрономия. Автоматон кавер. Место номер 3. Невероятная собачья история. Второе место. Медики на страже страны. Первое место. Копы Европы и Азии. Todos juntos vamos a sepultar al coronavirus. Que como familia, como hermanos catamarquinos.
А как же это происходит на самом деле? Давайте-ка заценим. Вот такими могут быть похороны. Это Ганна, республика на западе Африки. Здесь на церемониях погребения все чаще предпочитают не плакать, а веселиться. Народ не хочет больше плакать. Некоторые люди, хотят они плакать или нет, мы заставляем их улыбнуться, делаем их счастливыми. Бенджамин Айдол стал носильщиком-танцором еще 10 лет назад, присоединившись к местному коллективу. Потом открыл собственную компанию. Сегодня в ней работает более 100 сотрудников. За одну церемонию берут по $800-900, а иногда и больше 1000. Говорит, среди других его коллектив выделяется и качественными костюмами, и, конечно, самими движениями. Танцевать с гробом на плече – задача непростая. Мы постоянно улучшаем нашу хореографию, наши танцы. Мы приносим новые стили, чтобы людям нравилось, чтобы они думали, что их носильщики уникальные. Многие гости похорон остались довольны. Впечатляет, нужно такое поддерживать, поскольку даешь дань уважения человеку, который был на этой земле достаточно долго. Нужно устроить соответствующие похороны. Впрочем, не все поддерживают такие танцы. В этом не заложено никакого смысла. В религии мы такого не делаем. В наших традициях такого нет. Мы не знаем, откуда это пришло, но оно здесь укоренилось. Традиция действительно в ближайшее время, похоже, не исчезнет. Особенно учитывая то, что танцоров Бенджамина каждые выходные вызывают на 5-6 погребальных церемоний. Но даже в такой профессии бывают казусы и не совсем приятные случаи, после которых авторитет танцоров сильно подкашивается. И пока у конкурентов гроботанцоров дела идут не очень, наши парни знают свое дело, зарабатывают и даже отжигают в шоу на ТВ. Какие же фильмы подходят под данную тематику? Конкретно художественной какой-нибудь истории про танцоров из Ганны не существует, хотя документалок хватает. Но вот похожие песни на похоронах я уже где-то слышал. Ах да, фильмы «Сестричка действует» 1992 года, «Госпел» 2005 года и «Борьба с искушениями» 2003 года позабавят нас южноафриканским хором на службах и похоронах. У такого хора, кстати говоря, есть свой собственный термин. Веселое песнопение так и называется – госпел. Подписывайтесь на канал, друзья, ставьте лайки и ждите вагон и тележку годных топов. Теперь после такого крутого топа трек «Астрономия» и танцовщики-гробовщики наверняка начнут весело приплясывать в ваших снах. Уж я для этого сделал все, что мог. Хотя нет, есть еще кое-что. Наслаждаемся, смотрим и всем пока.